Пауэрстанции недорого из Европы. Да, их можно заказать в Украину, действительно, через NP Shopping, при этом за действительно вменяемые деньги. Например, с промокодами пауэрстанция F1200 будет стоить в районе 20 тысяч, ну или там 400 евро, да, там 400-409 евро. И сегодня мы с вами обговорим всю линейку пауэрстанций, именно FOSI-BOT, кроме F800, она нам не интересна, потому что очень малоемкая, но поговорим как про пауэрстанции, которые имеют оптимальное соотношение цены, качества, емкости и мощности, потому что, целая совокупность факторов. Поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео, а вам еще хочу сказать, что в Украине официального сайта FOSI-BOT нет. И это официальная информация от FOSI-BOT, поэтому никаких промокодов для каких-то сайтов с Украины не существует. Все промокоды, которые мы для вас достали, существуют для eufosibot.com, и заказ лучше всего делать через NP Shopping на Польшу. Быстрее и дешевле. Короче, поехали. Подписались, нажали колокольчик, да? Ну, отлично. Давайте теперь немножечко поболтаем. В общем-то, в линейке FOSI-BOT, стоящих внимания, существуют аж целых 4 пауэрстанции, 2 батареи полного расширения больших пауэрстанций и один очень классный инверторный зарядник DC, который можно установить в машину. Но об этом мы сейчас поехали. Давайте так, FOSI-BOT F1200 это самая базовая, самая классная пауэрстанция, которую любят и гражданские, и военные. А знаете почему? Она очень дешевая, 11,5 килограмм. Я делал на нее обзор, ссылка в описании под видео. И не смотрите на цену 429 евро, потому что она будет дешевле с тем промокодом, который я для вас закинул в описании под видео. Это раз. Во-вторых, не заказываем с солнечными панелями. Во-первых, дорого. Во-вторых, будет очень долго идти через Китай, а этого нам не надо, потому что чисто пауэрстанции отгружаются прямо из Европы. Это второе. А третье, это то, что наша таможня сразу начинает ломать голову, как это завозить, и начинает облагать дополнительными налогами. Если чистая пауэрстанция, то на 2026 подписали продление, и будет продление беспошлинного ввоза именно такого оборудования выше 300 ватт емкости и мощности. Поэтому F1200 очень интересный вариант. А чем интересный? Смотрите, например, если ваш котел отопления, газовый котел отопления потребляет, допустим, пускай 100 ватт. Пускай 100 ватт это на 10 часов непрерывного отключения. И зарядится эта пауэрстанция всего лишь за час потом. Всего лишь за час. У нее как раз емкость 1024 ватт часа. У него мощность 1,2 киловатта. То есть можно что-то помощнее включить за 60 минут от 0 до 100. При этом это литий железофосфатная батарея. Ее можно разрешать в 0 и заряжать до 100. А теперь дальше. У нее есть режим UPS, то есть он может работать именно как режим, как источник бесперебойного питания, и при этом еще и с выравниванием. У него чистая синусоида, само собой, выравнивает именно какие-то проблемы. У него стоит BMS-контроллер, который, ну, допустим, контролирует переразряд, перезаряд, овервольтаж, например, вот эти все скачки, он будет просто отрубать ее, уводить в защиту. И рассчитана пауэрстанция на 10 лет. У нее есть фонарик, есть вот этот вот регулятор зарядной мощности. Если, допустим, у вас нет большой зарядной мощности, то можно от 200, по-моему, ну, сейчас посмотрим, да, от 200 ватт до киловатта input ставить, а если подсоединить солнышко, то еще, в принципе, больше. Есть приложение, но это уже в новых версиях. Я еще имел, скажем так, общение со старыми, где приложения нет, а здесь это уже все есть. Классная тема, реально подходит для всего. Холодильник, например, который потребляет 110 ватт, у вас проработает там 9 часов. Если вы подсоедините плюс роутер, ну будет 8. Плюс газовый котел, ну 5-6 часов непрерывного, допустим, непрерывной работы. Котел, холодильник, роутер. Некоторые берут для телевизоров, некоторые берут для компьютеров, для работы. Просто оптимально. Но это киловатт. Советую посмотреть мой обзор. И это один из лучших вариантов, которые есть. Но F800 я действительно не смотрю, там 512 ватт-час.
Это очень-очень мало. Но здесь мы видим с вами F2400. А вот это вот совсем такой середнячок, который вообще просто топовый. 2 киловатта емкости, 2,048 ватт-часа, 2,4 киловатта мощности. То есть на розетке он выдает 2,4 киловатта мощности. Если здесь у нас всего 2 розетки, в принципе, да, и она ограничена этим всем делом, но у нее, кстати, порты Type-C, они все с быстрыми протоколами зарядки, то FuzzyBot F2400 имеет большее количество портов, имеет больше интерфейсов, но у него есть определенные моменты, да, мы видим вот эти штуки, которые открываются, если их не открыть, то, ну, будет проблема с охлаждением, потому что именно для компактности здесь ушли вот за счет того, что они не делали дополнительный размер для охлаждения вот этих вот створок защитных. Защитные створки нужно открывать, при этом у него есть резиновые такие вот накладочки, и, в принципе, даже на природу можно с собой брать. 3 розетки AC-шки до 2,4 киловатта. Тот же самый UPS, тот же самый литий-железофосфат. Заряжается за 1 час и 50 минут от 0 до 100. То есть нам достаточно, если пропал свет, нам достаточно времени, потом даже 1,5 часа, чтобы ее до соточки зарядить. И 2 киловатта, это уже, извините меня, тот же самый холодильник, роутер и газовый котел будут работать до 20 часов. На секундочку, ну 15, это железно, давайте, будут работать до 15 часов, и это уже серьезная заявка на победу, заряжаться всего за час. Опять же, не советую покупать с солнечными батарейками, потому что долго будет идти, а вот этот вариант уже можно использовать даже для какого-то ремонта, то есть выездные ремонты. Например, ты выезжаешь на ремонты в квартиру, там нет еще электрики, тебе надо заряжать шуруповерт, там, чтобы работали перфораты. А 2-киловаттная вот такой вот штуки, это уже, я вам скажу, серьезная заявка на победу. При том, что он действительно компактный. Плюс, допустим, на рыбалке, для различных, допустим, путешествий. Я, кстати, с собой всегда таскаю пауэр-станцию, я, правда, таскаю All Powers. Я таскаю с собой сейчас All Powers S700, очень классная тема. И здесь тоже, опять же, все с правильной синусоидой и со всеми стандартами быстрой зарядки. И, кстати, с приложением. Вот это новые версии, они идут все с приложением. Очень советую, прям золотая середина. Промокодик, который закинул, она будет стоить вам, смотрите, 749 минус, допустим, там 20-40 евро. Ну, будем смотреть, какой промокод на текущий момент работает. Все в описании под видео. Почему даю именно промокоды? Дело в том, что многие думают, что я их как-то не знаю. Я их, так как я делал обзоры, я покупал их. И конкретно у меня здесь, вот если посмотреть, у меня очень много архивных, очень много полученных. И у меня там пауэр-станции, All Powers я покупал, и различные, вот, еще одна пауэр-станция, еще тут есть пауэр-станции, сейчас покажу, вот S300+, вот есть еще один All Powers. Кстати, если вам интересно, то по All Powers тоже вам закинем ссылки в описании под видео, очень-очень классная тема. И смотрите, получается, вы ее заказываете на Польшу, и доставка вам будет стоить где-то 30 евро, да, вы ее компенсируете промокодом и получаете станцию по цене, которую вы в Украине нигде не найдете. От официального производителя, именно официального продавца. Поэтому вот прям это рекомендую, классно. Что по минусам данных пауэр-станций? Почему я дошел до минусов именно после выпуска, именно после того, как проговорили F1200 и F2400? Первые 2-3 недели будет технологический запах пластика не токсичный, сразу говорю, не переживайте, просто пока она прогревается, пока разогревается, и он выветривается буквально 2-3 недели. На очень малых токах, то есть если вы там включите сюда в USB просто одну лампочку, то будут шуметь дроссели, что является абсолютно нормальным практически на всех пауэр-станциях, потому что им нужно давать нагрузку как минимум 100 Вт. Потому что, 1-2 Ватта для нее это мало, и она работает впустую, и начинают сократить дроссели. Это, кстати, не только у нее, у EcoFlow, у All Powers, у, допустим, у того же самого FuzzyBot, все примерно одинаково. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Это из тех минусов, которые мы отметили. Дальше. FuzzyBot E3600 Pro. Но это уже ближе к полному бэкапу вашего жилища. Допустим, 1400 евро. Тут я могу вам дать хороший вообще купончик в описании под видео есть. И это уже вот класс. Почему? Потому что FuzzyBot F2400 и F1200 нельзя расширять стандартными батареями расширения.
У них нет, во-первых, такого порта. Можно, конечно, знаете, как мы делали? Мы просто-напросто брали аккумулятор литий-железофосфатный и через крокодилы на XT60 коннектор или на XT90, не помню, какой здесь коннектор, кстати, XT60, да, здесь XT60, просто-напросто подключали литий-железофосфатный аккумулятор, и у нас из киловаттки получалась 2-киловаттная станция. Прикольно, только аккумулятор заряжать нужно будет отдельно. А 3600 тут уже совсем другой момент. Тут можно расширить до 11,5 киловатт. Итак, базово у нее больше ресурс службы, срок службы 6500 циклов, если на F1200, F2400 всего лишь, на секундочку, 4000, хотя, что я говорю, всего лишь 4000, это на 10 лет работы пауэрстанции. То есть, если вы каждый день будете ее в ноль разряжать и в 100% заряжать, то это она за 4000 циклов зарядки опустится до 80%. Это не значит, что она не будет работать, это что она деградирует до 80%. А если брать, вот смотрите, 4000 разделить на 365, чего у нас нет, да, там, то это вот и 11 лет работы. То есть это, вы сами понимаете, да? То есть вы можете в день по 2 раза, это будет на 5 лет, а здесь 6500 циклов заряда. При том, что это 3840 ватт-час одна у нас, вот одна батарея, да? У нас он может заряжаться максимально тотально со всеми солнышками 4,2 киловатта, а так от розетки может заряжаться 2,2 киловатта. От солнца может 2 киловатта максимально заряжаться. И самое прикольное, что у него, видите, есть еще, ну сейчас в предпродаже, батарея расширения. Она выглядит примерно так же. И это прям вот топовая батарейка. Тоже у нас на 3000, сейчас я вам скажу, на 3840 киловатт, да, вот спецификации ее, смотрите, тоже 6500 циклов, имеет Quick Charge 3.0 18 ватт, один порт USB-C на Power Delivery 100 ватт и XT60 на 200 ватт максимально, то есть ее можно дополнительно еще тоже отдельно заряжать. И в общей сумме вы уже имеете бэкап на 11,5 киловатт. Почему я именно смотрю в сторону пауэрстанции, не каких-то стационарных решений. Во-первых, у большинства людей все в аренде. Во-вторых, мобильность. В-третьих, не всегда бывают блэкауты. В-четвертых, это можно брать уже на производство, на выездные какие-то, допустим, моменты. Плюс использовать на кемпингах, допустим, для путешествий. И тут уже, я вам скажу, даже тяжело посчитать, сколько часов что может работать. Может даже кондиционер от них работать, извините меня. То есть это вот классная тема. При том, что опять же чистая синусоида, BMS-контроллер позволяет контролировать короткие замыкания, оверампераж, овервольтаж, перегрев, недогрев, охлаждение, глубокий разряд. Ну, короче, тут огромное количество защитных функций. И весит она, кстати, 42 килограмма. Давайте так. Немало. Конечно же, есть приложение. И, конечно же, все сертифицировано для того, чтобы продавать в Европе. Жалко, что у меня нет возможности сейчас сделать обзорчик, я бы с удовольствием, я пользовался такой, я, кстати, пользовался и Allpower R3500, тоже вообще классная тема. Батарея расширения вы тоже поняли, ссылка в описании под видео. На FOSI-BOT F7200, это вообще ультимативное решение. Один блок этого FOSI-BOT 5,2 киловатта, 3000 евро, 7000 ватт, 7200 ватт у нас идет мощность, при том, что здесь промокод 170, я вам в описании под видео на 200 евро промокод закинул. Там вообще все топово. Теперь смотрите, максимально она может заряжаться и от солнца плюс AC 5,2 киловатта. AC у нас дает от розетки 3 киловатта, 2,5 киловатта у нас позволяет солнышко. И я вам скажу, это очень даже прикольно. 7,2 киловатта дает на 4 розетки, которые у него есть. Он может выдавать 7,2 киловатта. Те же самые 6,5, допустим, 6500 циклов зарядки. И знаете, что самое интересное? До 15,6 киловатт можно расширить это все по своей емкости. Конечно же, все версии оснащены UPS, да? То есть у всех есть источник бесперебойного питания. И можно действительно это уже забэкапиться так, что это просто капец. Через инвертор даже заряжать ее отдельно. И я вам скажу, это прям ультимативное решение. И вы уже никогда не боитесь там каких-то отключений света, да? Вы не боитесь блэкаута, отключения света. За 1,5 часа быстрая зарядочка, прям вообще отлично, одного блока имеется в виду, да, то есть вот это ультиматив. Теперь дальше есть батарея расширения под него, FOSI-BOT FB5222, тоже у нас 5222,4 ватт-часа. Все это литий-железофосфат, абсолютно безопасное и очень удачное сочетание за его цену. При том, что это далеко не хуже, чем EcoFlow, поверьте.
Теперь есть еще такой девайсик, очень хочу себе его купить, 179 евро, устанавливается в машину. Это по сути инвертор DC на DC батарейный зарядник. За 179 евро вы можете установить в машину и заряжать пауэр-станции, аккумуляторы, когда машина движется, до 580 ватт быстрой зарядки, либо 300 ватт медленной зарядки. Объясню, как это работает. Вы установили, подключается напрямую к аккумулятору, когда работает генератор. Он только работает при падении вольтажа, он не будет брать заряд. Если идет заряд, допустим, вот я вам сейчас покажу, смотрите, если они даже тут, подходит для всех пауэр-станций, конечно же, фозиботы, для всех типов батарей, он поддерживает AGM, свинцовые, литий-железофосфатные, допустим, никелевые, то есть дофига, любые пауэр-станции других производителей. Смотрите, как это примерно все выглядит. А теперь смотрите, если входящий вольтаж больше 14 вольт, он включает автобуст до 580 ватт. Если входящий вольтаж меньше 13,2, он выключает вообще. Если 13,2-14, то 300 ватт максимальная зарядка. То есть вы кинули в машину для путешествий, это охренительная тема. То есть, например, если вы кемпингуете, путешествуете или еще чего-то, это очень-очень классно. Даже по городу. Вы закинули с утра в машину пауэр-станцию, катаетесь, если там, допустим, блэкаут, покатались, все очень суперово. Это одно из классных решений, которое я прям очень сейчас хочу. Пока не решился купить, но очень хочу. Теперь дальше. По поводу доставки, как я вам уже говорил, через NP-шоппинг в Украину спокойно. По поводу гарантийных моментов. Я вам объясняю. Дело в том, что гарантия на все пауэр-станции 5 лет. И осуществляется она через электронную почту, которая есть, Support FuzzyBot. У нас есть уже отзывы, как у людей было. Все пауэр-станции, бывает, ломаются. Абсолютно, вне зависимости от бренда. Там Blue Yeti, FuzzyBot, All Powers, пресловутые EcoFlow, те вообще ломаются сумасшедше. Но здесь очень все быстро. Вы отправляете в Европу. В Украине нет официального представительства, именно официального сервиса ни одной пауэр-станции. Да, были варианты, когда люди договаривались, ремонтировали по месту, им компенсировали, но это не частный, это в частном порядке переговоры, что-то мелкое, и тут уже вопрос, я не обещаю, что так будет. Я вам серьезно говорю. То есть изначально пишется проблема, конкретно на support.fuzzybot.com. При том, что очень хороший отзыв, то есть сопровождали их люди по ремонту, это занимает не больше, чем обыкновенный ремонт в любом сервисном центре, например, техники Samsung. То есть у меня Samsung ремонтировали 3,5 недели. Да? Это будет тоже недолго. Они обычно меняют. Вообще у них есть политика замена. Если мелкий ремонт они ремонтируют, если большой ремонт они меняют на новую пауэр-станцию. Но гарантия есть, гарантия работает. Насколько быстро работает, тут уже у всех приблизительно одинаково. Это я говорю от себя, потому что я имел, допустим, по Power сам опыт, не печальный. То есть мы просто-напросто забыли обслуживать батарею, получили разбаланс, они забрали, в Е2 упала ошибка. Можно было самому решить, но, честно говоря, сначала не знал, как, потом уже решил. Поэтому, ребят, пауэр-станции охренительные, рекомендую. Ссылки в описании под видео. Именно для блэкаута вообще прям идеальный вариант. Поэтому с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.